Новый масштабный обстрел Украины. Россия готовит провокации в Приднестровье и пожары в Москве и Питере. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. США наносят повторный удар по позициям хуситов в Йемене. Это всего лишь обеспечение безопасности в Красном море. Выборы в Тайване, судьба острова и, может быть, мира решается в ближайшие дни. Среди самих избирателей Тайваня есть негласный консенсус, что они не хотят ни полного воссоединения с Китаем, не хотят ни полной независимости. Они хотят сохранения статуса кво. Взрывы в Бердянске и на оккупированных территориях. Что известно на эту минуту? Очевидно, что не имеющие аналогов российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Давайте закрепим это доверие, поставим лайк этому видео, другим нашим видео, оставим комментарии. В общем, любая ваша реакция важна для того, чтобы YouTube показал это видео другим. Поехали. Новая масштабная атака россиян по территории Украины. Из 37 запущенных ракет и дронов было уничтожено 8. Большинство было перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы. Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно, что не имеющие аналогов российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда. Взрывы звучали в Крапивницком, в Киевской области и в других регионах Украины. В Днепре даже утром прозвучали повторно. О пострадавших не сообщается. Вместе с тем, в центре оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Об этом местные жители пишут в социальных сетях. И это подтверждает городская администрация, мэр Мелитополя и советник мариупольского мэра. Уточняют они, что взрывов было несколько, и над городом поднимался дым, который было видно из многих его районов. За всеми подробностями будем следить вместе. За всей обновленной информацией можно сходить в наш телеграм-канал. Не забудьте на него подписаться. В Приднестровье Россия создает условия для масштабной провокации. Кремль и дальше пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове и создает условия для провокаций под чужим флагом. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Называемое Министерство госбезопасности Приднестровья, организация, которую аналитики института называют отделом Федеральной службы безопасности России, утверждает, что молдавский спецназ готовит специальные боевые группы численностью более 60 человек для уничтожения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высокопоставленных чиновников Приднестровья и сотрудников правоохранительных органов. Такими действиями россияне могут готовить почву для операций на территории Молдовы, объяснение этих операций с защитой русскоязычного населения и другими давно знакомыми историями. В российском Санкт-Петербурге горел склад Wildberries. Можно сказать, это самый крупный пожар в истории ритейла в России. 70 тысяч квадратных метров охватило пламя. РИА Новости пишут, что пожарные смогли не допустить распространения огня на всю площадь склада, на парковку грузового транспорта и электроподстанцию в Петербурге. Предварительная причина – неисправность проводки. Также сообщается, что сгорел весь товар на сумму примерно 11 миллиардов рублей. Это 125 миллионов долларов. Пострадавших нет, но с одним работником склада пока не могут связаться. На выход! Все к воротам! Ходим за ворот все! Ушел! Горело и в Москве. Офис Сбербанка, правда, здание все еще строится, но 400 тысяч квадратных метров охватило пламя, пострадавших нет. На Тайване начались выборы, которые можно назвать судьбоносными для острова. Борьба проходила среди 3 кандидатов: Лай Цзиньде от правящей демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминдана, которого поддерживает Пекин, и Ке Вэньчже от Тайваньской народной партии, который пытается занять среднюю между первыми 2 позицию и сосредоточиться на социальных внутренних вопросах. США пообещали поддержку любому кандидату, который победит, но от этих выборов
на самом деле может зависеть настрой Китая касательно Тайваня. Будет ли Пекин применять силу для возвращения острова под свое влияние? Независимо от того, кто победит, скорее всего, статус Тайваня пересмотра не подвергнется пересмотру. Да? Он останется приблизительно таким же, как и есть. Отдельным от Китая, не признанным как независимый суверенный субъект международных отношений и существующий со своей формой правления и со своим правящим классом. Потому что ни Китаю на данный момент, ни Соединенным Штатам невыгодно менять статус-кво. Более того, среди самих избирателей Тайваня есть негласный консенсус, что они не хотят ни полного воссоединения с Китаем, не хотят ни полной независимости. Они хотят сохранения статуса-кво, и для них более важными, более триггерными сейчас перед выборами являются как раз вопросы экономического характера, а не политического характера. То есть уровень безработицы, перспективы трудоустройства, перспективы повышения уровня благосостояния, инфляция и так далее, а не политические вопросы. Кандидат от правящей партии Тайваня и сторонник независимости Лай Цинде и побеждает, судя по результатам подсчетов избиркома. А это означает, что в китайско-тайваньских отношениях, скорее всего, пока ничего не поменяется. Если Великобритания больше не планирует ударов по Йемену, то США наносят повторные. В Пентагоне называют целью хуситский радар. В принципе, американское командование называет целями радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет, ну и командные центры хуситов. Великобритания и США стараются это представить как такую операцию для обезопашивания международной торговли. И они хотят всячески подчеркивать, это делают, кстати говоря, американские конгрессмены, которые поддерживают во многом Джо Байдена и решение Белого дома, несмотря на то, что, вот, как я говорила, есть те, которые считают, что это неконституционно, это противоречит первой статье Конституции США, где описаны как раз действия, которые может предпринимать президент. Но, тем не менее, те, кто поддерживают это всячески в своих заявлениях, подчеркивают, что это не борьба с Йеменом, это не борьба с Ираном, это исключительно борьба с террористами, это исключительно борьба с пиратами. Поэтому пытаются, как это принято говорить в американской прессе, downplay, то есть представить это не так драматически, как это выглядит со стороны. Это всего лишь обеспечение безопасности в Красном море, это касается исключительно торговли, это касается безопасности торговли, и это для benefit, что называется, для блага всех стран мира. Президент США теоретически должен предоставить отчет Конгрессу о задействовании войск. Почему это было необходимо, но в информационном пространстве эта аргументация уже отрабатывается, причем не только США, но и их союзниками. А вот сами хуситы продолжают свои пиратские действия, но теперь по ошибке они атаковали российский нефтяной танкер. Ракеты упали на расстоянии несколько сот метров от танкера, никто не пострадал и ничего не было повреждено. Британская компания Embry предполагает, что обстрел был произведен на основе устаревших данных, где это судно принадлежит именно британской компании. В конечном итоге стороны должны выйти на какой-то переговорный процесс, на заключение какого-то временного соглашения, который ограничивает деятельность хуситов в Красном море. Это возможно. И, наверное, это как бы стратегическая задача. Потому что уничтожить хуситов, и для этого нужно проводить наземную операцию с абсолютно неизвестным результатом. Потому что, как вы понимаете, это горы, это сложная местность, и это партизанские методы борьбы. И американцы обожглись уже достаточно много и в Ираке, и в Афганистане. И для того, чтобы воевать с очень воинственными племенами в Йемене, это, надо быть самоубийцей. Поэтому никто на это не пойдет. И исходя из этого, все равно рано или поздно придется договариваться. В Российскую Госдуму внесен законопроект, который разрешает иностранцам с судимостью служить по контракту в Вооруженных силах Федерации. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия.
Но закон предусматривает изменения не только для иностранцев, но и граждан Российской Федерации. Авторы предлагают освободить от ответственности людей, совершивших преступления небольшой или средней тяжести до 1 марта, если они подпишут контракт с Минобороны. В общем, новая серия несбывшихся зэков российской армии. Microsoft снова стал самой дорогой компанией. Если быть точнее, то акции этой компании обогнали по стоимости акций Apple и обеспечили Microsoft первое место по капитализации. Раньше такое было в 2021 и 2018 годах, но в основном не из-за роста доверия к компании или стоимости ее активов, из-за падения доверия к Apple, то есть наоборот. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу видеть любую вашу реакцию, она на самом деле очень важна, ну и это несложно, правда. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.